Всем привет, я продолжаю играть в Morrowind и сразу же хочу сказать, пока не забыл. В комментариях меня справедливо поправили, что мы с вами можем довольно легко получить повышение в гильдии воров. Я совсем забыл, что у нас же качана акробатика, а здесь вот акробатика стоит как раз таки в главных навыках. Акробатика у нас хоть и не в главных навыках, но раскачана неплохо, до 73. Соответственно, нам нужно значение двух навыков по 10. Из этих всех у нас раскачана безопасность до 23. Ну и можно, в принципе, прокачать какую-нибудь краса. Вот она здесь тоже есть. Но сейчас мы этого делать не будем. Я тут взял кое-какие вещи на продажу с кампу. Давно я хочу к нему наведаться, уже немножко с ним торгануть. Но чтобы не делать так, что торчать у него там месяцами, продавая все барахло, я буду вот периодически, если я не буду забывать, ходить к нему и продавать вот такие вещи. Вот. Также мы сегодня продолжим выполнять задания гильдии воров. Я также вспомнил, что мы не все задания выполнили в Балморе. Нас просили там сгонять в Пелагиат и разобраться с каким-то боссмером, которого держит там в заточении. Но мы сейчас этим займемся тоже. Давайте вот так вот сделаем. 5000, отлично. Вот. Но сначала, конечно же, мы пойдем по тому заданию, которое я уже взял. А именно нам нужно в поместье Виним отыскать медальон Хлерву. И вернуть этому самому Хлерву, видимо, этот медальон от имени Балмалагмера. Куплю, но не у тебя. Отправляемся мы в Альдрун. И в поместье Виним. Вне записи я ничего особенного не делал, только распихал там мелочи по ящикам. Орк нам не понадобится в этом задании, оно связано не с битвами, а с воровством, как и в Пелагиаде, собственно говоря. Пускай отдыхает. Правда, он на улице у нас отдыхает, но такая уж у него судьба. Незавидная. Ничего не мешает ему снять гостиницу, на самом деле. Хотя у него же нет денег. Я же денег-то ему не даю. Так, Виним. Что-то я подзабыл. Да, вот. Ну, тоже здесь мы прошвырнемся, посмотрим, где что плохо лежит. Может быть, под Тибрем. Помещение стражи. Ну, вряд ли, конечно, в помещениях стражи медальон лежит. Но здесь зато обилие вот таких вот шкафчиков. Хорошие вещи, но у нас персонаж мужского пола, юбку я ему надевать не буду. Так, а здесь что-то заперто. Что-то как-то заперто, мне это не нравится. Давайте будем качать мистицизм. Ну, колечко возьмем. На шкафу ничего нет, а вот здесь я, пожалуй, амулетом лучше. Ну, тоже, в общем-то, рубашку, пожалуй, я возьму на всякий случай, пояс. Тоже юбка. И больше ни хрена. Ну да, надеяться на то, что будут попадаться сейчас крутые амулеты и кольца по 240. Наверное, глупо. На шкафу тоже ничего. Может быть, я зря трачу время. Хотя нет, вот книжку я вижу. Кстати говоря, книжку можно прихватить. Опять юбка. Что вы
вы хотели, Бреттон? Да, вот хожу, ищу амулет. Чё все одни юбки-то, блин? Так, а это уже так не проканает. Здесь уже надо андузи. Колечко заберу. О, а здесь какой-то чувак. Я слушаю. Чувиха, точнее. Что ты здесь стережешь такое ценное? Или просто живешь здесь? Ну и живи. Ага. Ну, кстати, дверь, смотрите, она как бы бесхозная. Поэтому давайте-ка сохранимся. Видите, совершенно без палева можно ее вскрыть. А вот и медальон Хлерву. Да, вряд ли такой, говорю, что будет здесь лежать, а он здесь и лежит. Но я, к сожалению, видите, забываю такие моменты. Как я вот сейчас понял, что не знаю, куда нести этот... Так, здесь мы уже были. Куда нести этот медальон? То есть, наверное, у нас написано в журнале, но я не помню. Сейчас журнал будем читать. Давайте все-таки амулетом. Через это зачарование тоже качается. Ладно, это все нам не нужно. А здесь 25. Здесь 25. Да блин, что ж такое-то? Говно всякое. А, нет, вот это нормально, это пойдет. Ну давайте почитаем, что там пишут нам в дневнике. Так, рассказал об Алмалагмере. Попросил найти медальон Хлерву в поместье Виним и вернуть его Брайана с Хлерву от имени Балмалагмера. Бедный яичный шахтер в отставке. Хранится, понятно. Найдите перчатки, навестите поместье Виним. Найдите медальон Хлерву и верните его Брайнасу Хлерву. А где этот Брайнас Хлерву? Дружище, Хотели, Бреттон? ты случайно не знаешь, где тут Брайнас Хлерву? Нет, он не знает. О, это интересно. Не бежать же мне в Вивик. Давайте посмотрим для начала Вальдруни здесь. Сделаем карту побольше. Холеран. Нет, это магазины. Так. Если, короче, здесь нету его, то мы отправимся в Гнисис. Поскольку сказано, что он шахтер на пенсии. А вот он, кстати. Да, подождите-ка, надо напялить перчатки, сохраниться, и тогда уже с ним говорить. Но нам нужно про медальон Хлерву. Да, вот твой медальон. Откуда? А вот просто вот во имя Балмалагмера я тебе его возвращаю. Все, дневник дополнен, медальон возвращен. И мы отправляемся в Балмору. Там тоже возьмем задание. В любое время. А то я уже что-то запереживал, что сейчас придется мне суетиться, бегать и искать этого Брайнаса. А вон здесь Вальдруни. Но это чисто на самом деле вот прям на ваших глазах такая случайность. Полуслепое прохождение, друзья. Как у тебя дела? Как дела? Деградирую. И поэтому работаю на гильдию воров. Видимо.
Так, здесь что-то дождичек какой-то неприятный. Примерно как у меня за окном сейчас. Но только холоднее. Вот, а мы бежим в трактир. И возьмем там задание. До Пелагиада, видимо, придется пешком драпать. Это я к тому, что там на дороге наверняка распалнилась всякая живность. Работенку. Значит, Брагор новые туфли томится. Хаваси знает способ освободить новые туфли. Мебестиан Энке в Пелагиаде промышляет двумерскими штуками. Шатбак Гра Бурбук берет взятки у Мебестиана. Возьми загадочный двумерский механизм из лавки Мебестиана и отнеси его Шатбак. Вели Шатбак отпустить новые туфли, или все узнают, что Шатбак берет взятки. Ну, просто и логично. Вроде бы ничего тут больше она нам не сообщает. Повышение, конечно же, не даст. Наверное, знаете, для того, чтобы в дороге у нас не было проблем, ну, со всякими крысами, там, фуражирами какими-нибудь, я таки прикуплю заклинаница какой-нибудь, типа скелета, может быть, мелкого трупа, чтобы без проблем его можно было кастовать, и вот от такой мелочи защититься, чтобы орка с собой не тащить. Давайте. Так, ты, по-моему, не продаешь такое ничего. Да, тут вот у нее, кстати говоря, невидимость на 90 секунд, но это чересчур. Я что-то забыл, шел уже мимо, надо было купить сразу. Давайте только восстановим запас сил. По-моему, скелетов у нас продает вот этот вот Дрен. Мараин Дрен. Мне совсем не составит Хотите труда приобрести поговорить с тобой. заклинание? Да, вот он мелкого ходячего трупа и прислужника. Я, наверное, лучше скелета прикуплю на 60 секунд. Сейчас давайте проверим. Проверим. 88% и 60 секунд. Давайте поменьше сделаем. Вызов скелета. Вот он. На себя. Что-то так 88%. Но я думаю, что на крысу хватит. А в реале шанс будет чуть повыше. Назовем вот так. Вот. 20 маны, блин, ни хрена себе. Что дорогой скелет. Да, в реальности шанс выше. Не знаю, почему так происходит, когда вот создаешь именно заклинание. Такая вот ерунда. Причем и в оригинале, и здесь это никак не полечено. Но еще нужно делать скидку на то, что все-таки я зачастую пользуюсь заклинаниями с неполным запасом сил. И да, я помню, что мне говорили забрать у орка сапоги. Но я, во-первых, забыл, во-вторых, не думаю, что мне это нужно. Слишком быстро бегать. А вот этот самый восстановление запаса сил у орка забрать стоило. Все же. На такие вот походы одиночные. Надо будет себе как-то в голове держать, что если мы орка оставляем, то забирать у него это восстановление. Святоша мы встретим еще не скоро, я чувствую. Хотя почему? В Кагаруне разве что. Я вот не помню, есть в Кагаруне Святоша? Именно такой, постоянный какой-нибудь. То, что Дриморы от Ранахи, это да. А вот если там Святоша... Ну вот, например, смотрите. И вот у нас скелет 68%. Но если она не сагрится, я не буду даже отвлекаться. Тут по сути на дороге только два врага.
И вот здесь кто-то должен спавниться. Но в этот раз нам повезло, либо где-то летает... А нет, вот он. Скрип. В этот раз тут. Я, пользуясь случаем, пособираю немного травки. В частности, вот коммуника нам очень нужна. Она довольно дешевая, и эффект у нее восстановления магии незаменимый. Можно, кстати, было бы зайти тут в пещерку по дороге, но я, как самый умный, не взял орка. А без него, наверное, не стоит этого делать. Можно, кстати, покачать пока иллюзию немного, потому что ночь. О, кстати, смотрите. То есть я тут уже ходил, видите, все это оборвал, и коммуника не восстанавливается. То есть прошло уже изрядно времени, как я здесь был. И вот это вот тоже. И ничего не восстановилось. Но вот там вот растет, но там я не был. Вот иллюзия подросла. Что у нас, кстати, там? Давайте вспомним. 5 уже. Уже 5. А иллюзия у нас к привлекательности, да, имеет отношение. Прокачка такая получается неравномерная. То я гонюсь за бонусом, а то как попало. Так, тут гуар бродит. Скорее всего, он сагрится. Поэтому давайте его обойдем. Тем более, что вдоль дороги я уже обобрал растения. Да, здесь-то больше и нет. Не так уж и много ее растет тут. Ну вот он, собственно говоря, и пелагиат. Значит, нам нужен Мебестиан Энки. Мы у него уже вроде были, так, мимоходом. Но вот о том, что он подлый контрабандист, мы не знали. А так бы, конечно, я уже заявил на него. Наверное. Так, где-то здесь вот в сундуке, да, он хранит незаконные товары. Или нет? Кагерер вроде бы нам нужен, да? Ну, тут ценное. Это мы заберем. Ой. Ой, ой. Ха-ха-ха. Ха-ха. Прикол, прикол. Так, а где у тебя Кагерер-то, блин? Где-то прячет, а может быть... Вряд ли так на виду. Может быть, здесь вот наверху? Я же говорю, полуслепое прохождение, друзья. Полуслепое. Так. О, зачарованный предмет. Отравление на удаленную цель. Ну, очень слабый эффект, поэтому я не вижу смысла его брать. А где же у тебя Кагерер-то, блин? Ну, вообще, вот в этом маленьком сундучке не должен поместиться такой большой предмет. Давайте посмотрим, что все равно. Что-нибудь, да, найдем. А вот он, кстати, да. Поместился таки каким-то чудом. Сохранимся. Что тут за книжка? Рецепты алхимика у меня уже есть. Так, ну и теперь мы идем в местный форт.
Кстати говоря, я давным-давно хотел взломать вот эту башню. Я помню, что когда-то давным-давно тоже я играл и взламывал ее. Но это было давно, я уже забыл, что там. Поэтому давайте сохранимся. Используем наш телекинез крутой. Замок уровня 50 мы можем смело взламывать. Да чтоб тебя, блин, мана кончилась. Отлично. Давайте зайдем. Так, тут подвальчик с оружием, смотрите-ка. И стражник. Хорошо, что он не интересуется, как я сюда попал. Из оружия здесь ничего интересного. Всякое имперское барахло. А вот сундучок. Конечно. Заманчивый. Но не думаю, что мы сможем вскрыть его без палева. Это, скорее всего, выход на улицу. Да. Вполне возможно, кстати, что через верх там и не заперто. Не знаю, честно говоря. О, так он ходит. Значит, мы сейчас этот сундучок быстренько вскроем. Так, дружище, пошел вон. Давайте вот так сделаем. Да что такое? Я слушаю. Ты не слушай, ты шевелись. Извечная проблема Моровинда. Даже вот здесь вот вроде бы, да, частично решена. Но именно что частично. Сохраняемся. Здесь имперское барахло. Ладно, понятно. Значит, давайте божественным... Вообще не уверен я, куда нас кинет отсюда божественным вмешательством. Поэтому я сохранюсь. А, ну все, значит, нормально. Так, и нам нужна шарн какая-то там чего-то. Шатбак, вот. Насчет Брагора. А где ты взял эти две мерзкие артефакты? Готова спорить, украл у Мебестиана? Вор. А как ты узнала, что у Мебестиана был такой? Потому что Мебестиан платит мне деньги. Ах ты. Короче, поймали мы ее. И все, теперь Брагора она отпустит, но меня запомнит. Да и хрен с тобой. В общем-то. Так, я оказался внезапно в Вивике. Ну, не то чтобы внезапно. Вообще нам сюда и надо. Поскольку нужно наведаться к Джиму Стейси. Да, потому что я-то так сознательно планировал вернуться в Балмору, а потом... Ну да ладно. Так, поселение Халалу, наверное. А отсюда уже квартал чужеземцев. По идее, нас должны отвезти, да. Не забываем качать ночной глаз, иллюзию. А теперь опять нужно вспомнить, с какой стороны эта книжная лавка. Да, можно было, конечно, пометку поставить на этом Джимми Стейси. Тем более, что в Кагарун нам все равно орка придется тащить пешком. И мне эта пометка у этой самой шаманки, она по сути ничего не дает уже. Когда играешь один, да, она реально спасает от беготни. А сейчас... Наверное, к Джиму Стейси выгоднее поставить пометку. Наверное, так и сделаю. Вот здесь вот сделаю пометку.
Сохранимся и поговорим с ним. Под этим солнцем и небом. Медальон я вернул, хорошо, говорит. У тебя неплохо получилось разобраться с медальоном. Когда ты в следующий раз появишься в Малагмер, у тебя должно быть доказательство того, что Инглинг полутролль продажен. Инглинг полутролль продажен, это известно многим, но никто не может это доказать. Бал Малагмер наказывает тех, кто считает себя вне закона. Отправляйтесь в поместье Инглинг в Вивике, там вы найдете его финансовую книгу. Принесите ее мне. Да, но без повышения, конечно, он нам задание не даст. Ну, раз уж мы в Вивике, давайте посмотрим, что там с этим поместьем Инглинг. Я-то знаю, конечно, не настолько же у меня память отказывает, где это поместье, собственно говоря. Ну и вроде бы там тоже биться ни с кем не надо. Хотя, в принципе, Инглинга этого я всегда мочил, когда по сюжету ходил. Так, нам бы на юг лучше выйти. Ты не отсюда. Ну, раньше я имею в виду. Потом-то я, конечно, уже и с убеждением там баловался, со всякими вот этими делами. Но в основном, когда вот сам играл, я вообще мочил много вот этих советников, чтобы не договариваться, и Телвани, и Хлалу. Не помню, рассказывал я или нет, но когда первый раз я играл, когда получил задание в гильдии бойцов разобраться с главами гильдии воров, то я так и пошел. Так всех и замочил. Ну, то есть не задумываясь, что это какой-то тонкий ход, что есть какое-то двойное дно. Так, подожди, это арена, нам арена-то не нужна. Нам нужно Святого Олмса. Наверное, стоило через вмешательство. Ходит один такой здесь в темноте, бормочет себе под нос. Вот что религия с людьми делает. Не религия, вернее, а фанатизм. Так, но нам нужна плаза. А это пояс. Ох уж это мне беготня по Вивику. Ну хоть качаемся. Сегодня серия получается такая, в основном, видите, беготня. Так, поместье Инглинга. Вот где здесь точно? Надо еще посмотреть. Храм. Верхний. Так, а это что проигнорировал? Может быть, это оно и есть. Нет, это там драмбюро. Значит, вот здесь вот где-то. Вот, поместье Инглинг. Хорошо. Я слушаю. Собственно, сам Инглинг вот здесь стоит, но книга, скорее всего, не здесь. Ну, рассказывай. Что рассказывать? О, амулетик, видите, как назло. Вот этот вот. Я бы его, конечно, стырил. Но здесь палево. Здесь нам просто так Продолжай. ничего украсть не дадут. Сила это. Подозреваю, что она у него здесь вот в подвале. И, в принципе, смотрите, дверь бесхозная, поэтому сохранимся и воспользуемся своим зачарованием. В подвале у него вроде бы крысы. Поэтому я приготовлю сразу же скелетика. А, крысы заперты, хорошо. Крысы заперты, а книга, она вот здесь. Вот она, книга учета Инглинга. Понятно, мы ее забираем.
Письмо Инглинга. Но тоже касающееся тут расходов. Давайте я его тоже заберу, оно вроде бы по какому-то квесту проходит. И, конечно же, в этот сундучок тоже залезем. Так, с крысами ничего делать пока не будем. А вот здесь мы, конечно же, ингредиентов соберем. А чем я так перегрузился? Кагерером вот этим. А нахрена я его с собой таскаю? Крысы меня заметили, что ли? Хе. Вообще интересно, что они видят через эту решетку. По идее-то не должны. Так, соленый рис. Ну и все. И теперь получается опять переться нам к Джиму Стейси. А, у нас же там пометка. Давайте озадачим всех здешних обитателей. Используем вот так вот пометочку и докладываем. Очень рад знакомству. Продажен, да, вот книга учета. Мы знали, что он украл некоторую сумму, но кажется, он забрал больше половины. Да Инглинг полутролль оказался большим вором, чем все мы. Хорошо. Что дальше? Бедная вдова нуждается в нашей помощи. Советник Хлаалу пытается украсть ее землю при помощи подложных документов. Советник Хлаалу Виланда Амани хочет заполучить землю Индриль Ратрион. Виланда Амани подделала акт на землю и отнесла его в библиотеку Вивика. Без нашей помощи взятка Виланды Амани помешает правосудию и позволит сработать фальшивому документу. Идите в библиотеку Вивика, найдите документы и отнесите его Индриль Ратрион во имя Балмалагмера. Так, Индриль, она псевдонин. Угу. Понятно. Значит, здесь мы Альмсиви Мне нравится. применяем. И, в общем-то, библиотека обычная, публичная, то есть не закрытая вроде бы, да? И там это справедливости, нам надо мудрости. Там это бумажка, документ этот, он просто лежит, нужно между полками заныкаться, его просто взять. В общем-то, ничего сложного. Только вот надо вспомнить, где именно лежит эта бумага. Как бы не вот это. Да, купчая. Давайте мы как-то здесь заныкаемся. Без палева. Идет, смотри. Отлично. Так, теперь. Каким бы макаром? Ну, получается возврат. Нет, лучше, наверное, все-таки через Эбенгард. Меньше бегать не будет. Что вы здесь? Вот, сейчас мы отправляемся в Сайданин. А оттуда уже в Балмору к Хабасе. Ну, это нужно было сделать, потому что, видите, как позволяет возможность мне пройти эти квесты, почему бы нет. Тем более, что и навыки у меня уже такие, что можно по гильдии-то продвинуться. В Кагарон идти что-то мне, честно говоря, вот хочется, но в том смысле, что уровень повысить, чтобы там все-таки святоши уже попадались, какие-то более серьезные враги, а то мы ходим мелочь всякую тут. Подожди-ка, что это? Ну да.
Блин, опять Вивек. Таким вот сложно сочиненным путем Короткий тур, длительное путешествие. я отправляюсь в Сейданин. Вот, чтобы в Кагаруне уже встретить каких-то серьезных врагов, в том числе даготов крутых. А это нужно быть уровня 15, наверное. А я вот, видите, как не дорос. Так, направляемся мы в Сейданин. Зачем идти пешком? Действительно, зачем? И кто нам тут нужен? Индриль Ратрион. Давайте вспоминать, где она живет. Нуциус. Но это вряд ли. Вот эти домики. Если она вообще не ходит здесь по улице. Нет. А, это Фаргот. В любое время. Может быть, она на улице ходит. Ты Да, вот не она. отсюда. Так, Чего ты давайте хочешь? проверим. Да, перчатки надеты. Давайте ей отдадим акт на землю. В общем-то и все. Она узнала перчатки. Говорит, что слышала. И спасибо. Ну и хорошо. Теперь в Балмору. По идее, отсюда вмешательство Мальмсиви можно было бы, наверное, да? Но боюсь, что нет. Боюсь, что кинет меня опять в Вивик. Рисковать не будем, давайте с помощью сил Страйдера отправимся. Так, Для вас мы организуем. да уже организовали, видишь, я уже приехал. Насладился видами на речушку вот эту. Без рыбы как-то она не смотрится. После игры в Арк река без рыбы как-то. Ну ладно, Брагор, новые туфли, значит, освобожден, 1000 монет. Вот это мне нравятся, такие задания. И мы спросим дальше про работку. Работенку. Где у тебя? Вот. Здесь в Балморе живет специалист по защите. Но с этим Альтмером мы знакомы. Тем более, что мы тоже, как и он, работаем на Императора. А он, по идее, сейчас у меня в подчинении. Или подожди, или это не он? Ну-ка, стой. Нет, это Хисеринт, блин, я перепутал. Хисеринт. Давайте посмотрим, где он живет. Девятипалый. Вот. Значит, на первой линии. Я что-то подумал про этого товарища, а он тоже Альтмер, но не тот. Но, по крайней мере, он дал наводку. И я вспомнил. Ну, а с Хисериндом придется, значит, разговаривать по душам. Вот это вот, да, его домишка? Да. Вот он. Давайте восстановим запас сил. Применим наше заклинание красноречия. Неожиданно, но очень приятно. Чему ты обучаешь? Вот, кстати, безопасность тоже учит красться. Можно, кстати, у него повысить. Сейчас пользуюсь случаем. Ну, не прямо сейчас. Давайте сначала поговорим с ним вежливо. Немножечко повысим отношения. Но и так неплохое, в принципе. Но что-то он как-то убеждаться не особо хочет. Но 90, я думаю, хватит.
Да, но насчет вот защиты. Допускаю, что мое отношение к гильдии было неправильным. Разумеется, я помогу вам охранять южную стену. Скажите сладкоголосой, что я к ее услугам. 25 уровень, друзья, шпион. Но он, кстати, в гильдии воров состоит тоже. Поэтому отношение было изначально высоким. Но 25 уровень, хрена себе. Для игры это довольно высокий показатель. И давайте сразу же поучимся у него. А, это не влияет, да? Или влияет? Влияет, конечно же. Да, я же так уже делал. Так, до 10 нам нужно. Но мана кончилась. Ну, тут экономить копейки я уже не буду тянуть резину. До десяточки повысим. Все. Так, возвращаемся к Хабасе. А, совсем маны нет. Ну, что поделать. И, наверное, будем на этом закругляться. В следующем эпизоде, наверное, я продолжу вот эти задания по гильдии воров. Так, нанял я Хисаринда. Повышение давай. Теперь я бригадир. Хорошо. И задание. Задание, работенка. Больше нет заданий. Айнгот ювелир, по-моему... Наш сахар. По-моему... Что-то я не помню. Слушайте, давайте сгоняем. Все равно мне нужно Вальдрун. Выложить барахло, орка навестить. Забрать у него зачарованный предмет наш. Кстати, что я бегу-то мимо? Так, Вальдрун. Хоть. Ну так. Так, значит, у тебя на восстановление запаса сил пояс. Мы его забираем. Ботинки. Но это нужно сейчас мутить заклинание сопротивления. Да, смотрите, реагирует на погоду. Заклинание сопротивления надо мутить. Может быть, вне записи я этим займусь, если не забуду. Например, по Юику бегать, да, оно такое. Так, работу. Да, у него нет больше заданий. В общем-то, на этом мы закругляем эту серию. В следующем мы встретимся с вами, наверное, уже в Вивике возле Джима Стейси. Возьмем следующее задание. На сегодня это все. Спасибо за внимание. До новых встреч.